В тихом прибрежном городке под названием Гленвью проходило обычное судебное заседание. В зале заседаний, обшитом темным деревом, председательствовала судья Маргарет Хейл. Женщина с твердой репутацией, справедливая, но с колким чувством юмора. За долгие годы службы она считала, что видела все, и удивить ее было задачей почти невозможной. На скамье подсудимых сидел пожилой мужчина, Артур Беннет. Его обвиняли в краже, булки хлеба и банки чая из местного магазина. На первый взгляд, дело почти анекдотичное. Кто-то в зале едва сдерживал смешок, а сама судья мысленно уже готовила краткий приговор — штраф или несколько дней ареста. Артур признал вину спокойно, без попыток оправдаться, без жалоб. Это немного выбило судью Хейл из привычного ритма. Она уже тянулась к бумагам, когда пожилой мужчина неспешно достал из своей поношенной куртки старую тетрадь. Он не оправдывался. Он просто раскрыл страницы, исписанные аккуратным почерком. Там были даты, события и одно имя, повторяющееся снова и снова. Маргарет Хейл. В 1987 году юная Маргарет, только начавшая работать помощником судьи, попала в серьезную автокатастрофу. Родителей рядом не было, друзей — немного. Но кто-то помогал ей в тени. Приносил еду, выгуливал собаку, оплачивал медикаменты, хотя сам жил скромно. В 1992 году, когда она заболела ангиной, тот же человек каждый вечер приносил бульон в термосе и оставлял его у двери. Имя того человека она так и не узнала. Или узнала, и со временем стерла из памяти. Теперь этот человек сидел перед ней, в старом пальто с уставшими глазами, обвиняемый в краже ради внучки. Он не просил пощады, просто напомнил. И она вспомнила. Судебный зал погрузился в тишину. Судья Хейл отложила бумаги. В ее взгляде уже не было ни строгости, ни иронии, только признание. И благодарность. Обвинения были сняты. И впервые за многие годы Маргарет Хейл склонила голову не как судья, а как человек, которому напомнили, что значит доброта и как важно ее помнить. Эта история вскоре разлетелась по всему Гленвью. Она стала напоминанием. Настоящие поступки не исчезают. Они могут вернуться, неожиданно, но точно вовремя, чтобы спасти, чтобы пробудить, чтобы напомнить, кто мы есть на самом деле. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.